25 ноября 2020 года мир потрясло известие о смерти Диего Марадоны. Величайший футболист скончался на 61-м году жизни от остановки сердца. Это история об аргентинском мальчике, который вырос в нищей семье, но стал настоящим мультимиллионером. В этом ролике мы попробуем разобраться, каким образом ему удалось стать легендой и какие события предшествовали его гибели. Легендарный футболист родился 30 октября 1960 года в пригороде Буэнос-Айреса в семье простого рабочего Диего Марадоны и домохозяйки Дальмы Франко. Он стал пятым ребенком своих родителей и при этом только первым мальчиком. До этого в семье рождались только девочки. Естественно, детство Диего прошло с футбольным мячом, а других развлечений незавидное финансовое положение семьи дать не могло. Играть в футбол он учился в аргентинских трущобах вместе с дворовыми мальчишками. Так как семья будущей легенды футбола сводила концы с концами, маленький Марадона пытался помочь родителям, изготавливая вместе со своими сестрами глиняные цветочные горшки, которые они потом продавали на рынке. С самого детства Диего очень любил и уважал своих родителей, которые, несмотря на все трудности, поставили на ноги 8 детей. Первый более-менее нормальный футбольный мяч появился у Диего на 7-летие. Такой подарок вручил ему его двоюродный брат. Марадона-старший научил мальчика отбивать этот мяч от стены, наносить удары левой ногой и уверенно держаться на поле. Диего был левшой, поэтому левые удары давались ему особенно легко. Со временем он стал атакующим полузащитником. Когда Диего Марадоне было 8 лет, на него обратил внимание молодежный клуб Argentinos Juniors. Он выглядел на голову выше своих сверстников, поэтому играл в одной команде с детьми постарше. В игре Диего отличался техникой и устойчивостью, что позволило ему стать лидером среди остальных участников. Тренер называл его куклой-неваляшкой, так как Марадона не падал даже после сильных ударов по ногам. Как о будущей звезде аргентинского футбола, о Диего начали говорить после матча юниоров с командой River Plate, тогдашним чемпионом Аргентины. Матч закончился со счетом 7-1 в пользу команды Диего. 5 из 7 голов забил 10-летний Марадона. Президент побежденного клуба настолько был впечатлен игрой юного футболиста, что предложил отцу Марадоны купить мальчика в команду, но тот отказался, рассчитывая в будущем заключить более выгодную сделку. Когда футболисту было 12 лет, тренеры выпускали его на поле под другим именем, так как его возраст был ниже предельно допустимого, а с 16 лет юный Диего бегал по полю в основном составе команды Argentinos Juniors. В своей первой взрослой команде футболист отыграл целых 5 сезонов, а потом в 1981 году перешел по контракту в другой аргентинский клуб – Boca Juniors. Сразу же после этого клуб стал аргентинским чемпионом. Летом 1982 года Диего Марадона перебрался в Европу, когда его приобрела испанская Барселона за $8 миллионов. Это был рекорд. Еще никакой клуб за всю историю футбола не тратил такие деньги на одного игрока. За 2 сезона в Барселоне футболист в 58 матчах забил 38 голов. С ним команда выиграла 3 титула. Однако Диего называл этот период не самым удачным в своей карьере. В первом сезоне он пропустил 3 месяца из-за обнаруженного у него гепатита, а во втором еще полгода из-за перелома лодыжки. Ситуацию осложняли и постоянные конфликты с Хосепом Нуньесом, руководителем футбольного клуба. После очередной ссоры Диего принял решение покинуть команду. Он даже собирался выкупить свой контракт, но на сцену вышел итальянский клуб Наполи. Переход Диего Марадоны в новую команду вызвал небывалый общественный резонанс. На этот раз за него заплатили еще больше – $10 миллионов. Во время его представления на стадионе присутствовало более 70 тысяч зрителей, для которых футболист тут же стал кумиром. Именно этот период стал самым лучшим в карьере Марадоны. В этом клубе были забиты его лучшие голы. По итогам 7 сезонов клуб Наполи дважды выиграл Скудетто, Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Италии, 2 раза становился в чемпионате вторым и 1 раз третьим. Для болельщиков Марадона был чуть ли не святым. Но все хорошее когда-нибудь заканчивалось. В марте 1991 года у Диего взяли положительную допинг-пробу. За это его отстранили от футбола на 15 месяцев. После окончания дисквалификации Марадона перебрался в испанскую Севилью, но поиграл там всего 1 сезон, до конфликта с тренером. Потом аргентинец выступал за Newell's Old Boys, но ему снова пришлось уйти из-за своего взрывного характера. А после того, как Марадона открыл огонь из пневматической винтовки по журналистам, которые караулили его возле дома, о футболе пришлось забыть еще на 1,5 года. Футболисту дали тюремный срок.
После перерыва Марадона вернулся в большой футбол. Он провел в составе команды Бока Хуниорс около 30 матчей, снова показав своим фанатам красивую игру. Однако в его крови снова обнаружили допинг, да еще и кокаин. После дисквалификации Диего ненадолго возвращался в футбол, но полученная травма заставила его закончить карьеру. Последний раз он выходил на поле в качестве игрока в 1997 году, накануне своего 37-летия. Пожалуй, самым известным голом за всю карьеру Марадоны стала рука Бога. Тогда Диего, выступая в чемпионате мира за сборную Аргентины в матче против Англии, забил мяч в ворота рукой на глазах у многотысячной публики. Как ни странно, но этот гол был засчитан, хотя и вызвал нешуточный скандал. Еще задолго до окончания футбольного периода жизни Марадона пробовал себя и в тренерской карьере. Его дебютом в качестве наставника стал малоизвестный аргентинский клуб Депортиво Мандия. Но этот опыт быстро закончился после драки с одним из владельцев клуба. Потом Диего тренировал клуб Росинг, но и эта работа не принесла никаких результатов. Несмотря на неудачный опыт с 2008 по 2010 год, он все же успел побывать тренером сборной Аргентины. Хотя аргентинцы не смогли тогда выиграть на чемпионате мира 2010, проиграв Германии, Марадона остался доволен игрой. После поражения футбольная ассоциация Аргентины не стала больше с ним сотрудничать. Затем Диего тренировал клуб Аль-Васл из Объединенных Арабских Эмиратов. Успехов клуб тогда не добился, зато был замешан в различных скандалах. Из-за буйного характера Марадону попросили досрочно уйти. Последним его местом работы стал аргентинский клуб Химнасия и Эсгрима. Официально Диего Марадона был женат один раз, прожив с супругой 25 лет. Юному футболисту было всего 17, когда он решил пригласить на танец свою соседку Клаудию Вильяфанья. Через несколько дней Диего представил девушку своим родителям. Поженились они не сразу, а только после рождения второй дочери в 1989 году. Первый ребенок, тоже дочь, родилась одним годом раньше. На свою свадьбу Марадона потратил $2 миллиона, а желающих поздравить молодоженов набралось более 1500. После 10 лет совместной жизни Диего ушел из дома, а его жена подала на развод. Но несмотря на это, паре удалось сохранить отношения, они хорошо общались и до недавнего времени. Примерным семьянином Марадона не был, о его романах ходило много легенд. Считается, что у него всего 5 детей. Они появлялись внезапно в его жизни, поэтому Марадона не хотел признавать свое отцовство. Но ДНК-тесты все расставляли на свои места, поэтому приходилось выплачивать алименты. К примеру, Диего Марадона-младший был рожден еще в 1986 году, но только спустя 29 лет футболист решился на встречу с сыном. Он признал его официально и отметил поразительную с собой схожесть. Проблемы со здоровьем у Марадоны начались еще со времен игры в Барселоне. Тогда футболист познал вкус денег и начал тусоваться в клубах, выпивать, употреблять наркотики и вызывающе себя вести. Впоследствии футболист несколько раз пытался избавиться от пагубного пристрастия в клиниках Кубы и Аргентины. В 2004 году из-за наркомании Марадону поразил сердечный приступ. После больницы он весил целых 120 килограмм на 165 сантиметров роста. Поклонникам было трудно его узнать. Ему пришлось сделать операцию по уменьшению желудка и посидеть на диете. Это помогло ему вернуться к привычной форме. В том же 2004 Марадона заявил, что поборол свою наркотическую зависимость, но в 2007 попал в больницу с сильнейшим алкогольным отравлением. Его печень находилась в прециррозном состоянии, но футболисту удалось выкарабкаться. В октябре 2020 года у него случился инсульт. Врачи выписали его из клиники 11 ноября. Затем, по данным СМИ, Марадону отправили в частную клинику для избавления от алкогольной зависимости. В последний раз он показался на публике 30 октября на матче своей команды. 25 ноября 2020 года Диего Марадона ушел из жизни, по предварительной информации, от остановки сердца. Такая получилась история. Если она вам понравилась, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Буду рад ее обсудить с вами в комментариях. До скорых видео.